Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня я хочу показать и рассказать, ответить на вопросы по нашей теплице. Вопросов очень много в комментариях, и лучше один раз показать, чем сидеть и писать там ночами и вечерами. Итак, наша теплица. Теплице уже пошел 5-й год. Вот так она выглядит. Длиной она у нас 8 метров, шириной 3 метра. Показываю изнутри. Ширина 3 метра, и этого вполне достаточно. Стоит она на каркасе из пластиковых труб. Вот в этот каркас, видите? 5-й год, это уже о чем-то говорит. Были и большие снега, были и грады, и ураганы. Температура летом доходила до 42, до 43. Ничего не поплыло, все стоит на месте. Здесь у нас торец, на него не хватило поликарбоната. Вот так он у нас сейчас выглядит. Вот будет возможность, подкупим еще поликарбонат и сделаем по-человечески. Двери делали сами. Обычные двери из бруска. Провели свет. Здесь у нас свет. Даже горит. Почему-то не... мы его не включили там в доме. Да. Вот у нас здесь драка идет с котами. Свет проведен от дома. Есть одна маленькая особенность при его сборке. Значит, когда мы крепили поликарбонат, мы вначале взяли пластиковые вот такие шайбы без резинки. И эти шайбы продавливали, прорывали вот так поликарбонат. Поэтому мы взяли вот с такой резиночкой шайбочки, и прекрасно все у нас держится. Кстати, видео по теплице есть 5-летней давности уже, как мы ее собирали, как мы ее строили. Что еще? Очень много вопросов, где мы эти трубы брали. Значит, эти трубы мы взяли у нашего товарища. Они еще со времен Советского Союза были. В общем, я не знаю, сколько им лет. Им, наверное, лет 25-30, а может быть и больше. Ширина их 50 миллиметров. Длина вот этой одной дуги 3 метра. В самом начале, когда мы делали, у нас была одна труба. Вот вы сейчас видите, я рассказываю всю правду. Значит, вот эта труба вот здесь сверху, она была подрезана. То есть кто-то чем-то там ее резанул. Ну, мы как-то не обратили внимания, думаем, да и так сойдет. Ну, в принципе, так и сошло вот на 5 лет. Но сейчас она вот немного разорвалась здесь, но это не страшно. Вот. Все остальные трубы целые, никаких проблем нет. Ни град, ни дождь, ни жара нам никто не мешает здесь. Вот так она выглядит с этой стороны. И теперь наша хозяйка. Оля, можно тебя там из джунглей пригласить? Расскажи нам, что у тебя здесь растет и как. А я покажу. Желтый помидор гигант. Вот он. Красиво, вот они какие. Этот уже начал спеть. Потом, значит, помидор. Зеленая личинка. Такой, я первый раз такой помидор посадила. Ну, попробуем. Все так расхваливают. И помидор. Какой? Апельсиновая манго. Мы уже съели один. Так, и вот очень вкусный, кстати. Чем-то он на дыню похож, без косточек. Вот они начинают спеть. Вот такие сначала желтеют, потом краснеет. И он такой желто-красный получается помидор. Так, вот я покажу сначала все. Растут у нас вот такие китайские огурцы. Огурцы Герман. И вот такие калибри. Кстати, я добавлю, китайские огурцы, на удивление, они совершенно не пустые. Они вкусные, привкусные. Да. Один огурец сорвал и наелся. И вот я хочу показать, как растут вот эти калибри. Вот они просто пучками. Вот такие вот прям вообще шикарный огурец. Я первый год его сажу. Поэтому очень понравился, да. Так. Все, больше. Все, 3 сорта помидор. Нет, еще один сорт у нас. Пойдем вот сюда, я покажу. Вот такие помидоры еще сибирские. Вот они вот тоже очень крупные, но красивые, ровные такие, не как вот желтые, вот на такой огромный, а они такие ровненькие, красивые. Ну все. Вот небольшая экскурсия по нашей теплице из поликарбоната. Да, буду убирать весь шум, потому что ее очень много внизу. Нужно, чтобы помидорки начали быстрее спеть.
Сейчас вот эти вот листочки немножко с между рядов будем убирать. Потому что это очень много. Лексус, съемка заканчивается. Скажи до свидания. Вот так вот обрезаем листочки наполовину, чтобы... И смотрите следующее видео. Может быть, вы напишите, что вам было бы интересно посмотреть. И завтра мы будем показывать очень интересный прямой эфир, а потом сделаем запись и выложим про то, как можно вылечиться от астмы раз и навсегда. И это обычная малина. Но вот как это сделать, мы покажем завтра.